Ребята, застала ее побег из курятника. Вовремя нашла красоту. Иначе сейчас орхидеям бы пришлось очень-очень тяжело. Потому что она бы за них взялась. Да? Кто тебе двери не закрыл? Это, видимо, я не закрыла двери, потому что вчера цепляла водичку ей. Капец, сейчас налью ей водички. Да, ты хорошая девочка. Хорошая девочка. Там ребята жалуются, что бывает на видео громко. Ну, ребят, ну что делать? Такая вот она красота. Сейчас я персик отрежу. Я уже приготовила. Дам ей кусочек персика. Она, конечно, не очень любит персики. Больше любит яблоки. Но яблок у меня сегодня нет. Такой смачный кусочек. Ай, у меня аж прям слюни побежали. Но я еще не завтракала. Поэтому вот так. Так что вешать себе сегодня купалку или не вешать? Повешаю. Она заходит туда, и там брызгается. Виноград вчера я дала, она не захотела виноград есть. Ягоды вот эти все она не ест. Голубики, черники не хочет. А вот яблочко бы нам, надо пойти на базар посмотреть, яблочки уже первые есть. Почему я так переживаю? Она вот на днях тоже выбралась с клетки. Опять-таки я не закрыла. Она выбежала и сюда-сюда, сюда-сюда. И вот она вот этот несчастный фаленопсис, ой, уже не первый раз грызет. И он так обиделся, что даже не по сорту процвел. Видите, ой, как вам показать. Нету у него такого сплэшика, как обычно. Видите, простачком процвел. Так что с Лемошей надо держать ухо востро. А я все ароматы вдыхаю. Утренние. И сейчас пойду вам покажу. У меня есть пару распусков новых. Этот вы распуск уже видели. Красавица сангвинелла. Бабочек вы тоже видели. Это все первое цветение подростков. Ох, красота. Идемте покажу. Там две метушки. Вот она здесь уже, по-моему, была. Или это нет, это, наверное, со вчера еще. Перья тут везде у нее. Это сильно огромный горшок у меня для этой орхидеи. Ну, смотрю, она вроде ничего. Цветет, растет. Я просто ее мало поливаю. Чего такое? Что со мной случилось? Что я ее засадила в такой огромный таз. Это ужас. Ну, со временем, конечно, я буду смотреть. И я каждый раз себе обещаю, что я ее пересажу в меньшее корыто. Ну, все никак. Не доберусь. Не доберусь до нее. Она там в углу стоит, и я ее не вижу. А кто это? Это какая-то красивая радуга, по-моему, орхидея. Что-то на листья не спешит растить. Так, идемте посмотрим на метушечек. Здесь у меня красота, все цветет. Красавчик сплит или сплет. В общем, я очень забываю. Но он, конечно, невероятно красив, девочки. И вот эта бархатная красавица. Они тут вдвоем так ампельно свисают с подоконника. Слушайте, уже начал хорошо у меня после стрижки расти вот этот товарищ. Дисхидия. Так она мне нравится. Дисхидия хирсута. Девочки, гляньте, какие у нее листья. Просто великолепные. Вот как будто такие, знаете, копеечки. Я еще поскрипываю с утра, сделала зарядку. Девочки, у меня каждый день зарядка, 10-минутка. Но сегодня делала йогу. Чуть не померла с непривычки. Узнали? Это серпенс. Так, мы идем совершенно по другому вопросу. Ну, по пути просто показываю. Вот дисхидия авата как растет. Прям такие тоже тяжелые веточки. Так, ну вот, полюбуйтесь на нашего красавца. Сегодня у нас немножко пасмурно в этот летний день, но он поднимает нам настроение.
Это Мету Гиган Драгон Личи. Первое домашнее цветение. Наконец-то я дождалась открытия бутона этой прелестной орхидеи. Она вся переливается. Посмотрите на эту лаковую структуру. Не знаю, ну вроде передает камера. Посмотрите, такое ощущение, что у нее золотое напыление. Видите? Мне самой очень интересно. Я думала, она будет более округлой формы. Нет. Такая звездочка. Обратите внимание. Но мне кажется, что, знаете, на камере она светлее. На самом-то деле она темнее. На самом деле она, мне кажется, темнее намного. А ну, девчонки и мальчишки, попробуем так. Ну, короче, роскошь. Обратная сторона вот такая. Насчет аромата. Ну, его нет. Ну, как у обычного любого фаленопсиса, есть какой-то такой, знаете, травянистый запах. Великолепный. А рядом, вот еще рядом один мету открывает второй бутон. Такой. Смотрите. Это я вам показывала Мету Сан. Я покупала его как Мету Кинг, а девчата пишут, что Аня, это Мету Сан. Но он мне напоминает, он такой вкусный-вкусный. Вот на него смотришь, прям какая-то такая, ой, не знаю, мне ягоду напоминает. Такой девчачий цветок, прям вообще, знаете, розовый такой. Этот уже такой посерьезнее, да? Посерьезнее. Но они тут вдвоем. У меня вчера, кстати, был здесь полив с хорошей водой из кондиционера. У меня потек кондиционер, я вам показывала. И я, в общем-то, полила именно этот стеллаж. Вот смотрите, как он тоже бликует. Вот такой вот весь красавчик. Это уже цветочку не первая неделя. Вообще метушки, фаленопсисы от мету, они долго цветочки держат. Девочки, так и жду эти бутоны. Микки Пич. Вот эти странные бутоны с таким вот шпорцем, так бы я назвала. Пока еще зреют. Прям интересно, кто это будет. Ну, вообще, метушки, конечно, красотули, красавицы, необыкновенные. Необыкновенные по своей структуре, по своей загадочности, вот поэтому лаковости вот этой. Вот этот лак, он просто невероятен. А вживую вы не представляете. А ну давайте я вот так поверчу. Вот так покручу вам. Невероятно. Конечно же, это не каскады. Это по чуть-чуть, но когда будет много, видите, вот только раскрывается. Только будет наращивать цветочек свой. Когда будет много, вот так, много какой-то, у него уже один цветонос, второй, третий, четвертый, 4 цветоноса. Если бы он дал на каждом цветоносе по 2-3 цветочка, это было бы феерично. Ну, пока так. Ну, посмотрите, какой он прям неоново-розовый. Есть такой цвет? А этот совершенно другой оттенок. Очень красивый. Кто у меня здесь еще? У меня здесь еще вот такие 2 розовые щечки. Ну, такие вот интересные. Так мы не определились, ребята, с названием. Кто это? Непонятно. Мне говорили, что это Монро. Я не знаю, девочки. Много вариантов было. Кто это такая? Вот так я ее не подписала, потому что слишком много вариантов было, когда я ее купила. И мы с вами пытались ее идентифицировать. Это голландская дама. В общем, не знаю. Дама голландских садовников. Так, кто здесь еще у меня цветет? Обратите внимание на вот эту красоту. Не менее симпатичную, яркую. Акцентная орхидея, вот эта вот, очень классная. Тоже из супермаркета, из садового центра супермаркета. И тоже на горшке не пробит сорт. Вот так. И не знаем.
Но якобы были версии, что это все же сложный гибрид, очень симпатичный, и я вам скажу, не особо и прихотливый. Тоже растит несколько цветоносов, сейчас их 3. Ну вот как-то чего-то вот здесь, и вот он их разветвляет. Но чего-то этот цветонос не захотел давать нам цветочки. Здесь тоже вот такое чудо, все никак не отцветет, я вам показываю. Это несостоявшаяся бабочка, но не менее от этого, не менее прекрасная. В общем, ребята, что-то не густо пока по цветению, но это уже заканчивается лето. Но мету вот меня удивили тем, что они сейчас прямо вот в жаркие температуры решили цвести. Либо они еще не перестроились со своей домашней волны, но они у меня уже по несколько лет. По-моему, вот дракон, да, он в 7 месяце этого года, было ровно 2 года, как он у меня. Так что дракон Личи. У меня есть еще один дракон, но он еще... Так, это не он, вот это он. Он цвел, когда приехал. Это дракон Свити. Мету Гигант Драгон Свити. Мету Гигант Драгон Личи. 2 дракона. Но этот дракон взрослый приехал. В горшочке 2,5, но вот с такими уже большими красивыми листьями. У меня он растит только корни. Видите? Пока листья не дает. Был у него здесь один цветочек. Цветоносы я не срезаю этих орхидей. Это орхидеи, которые имеют револьверный тип цветения. Это значит, что они постоянно доращивают свои бутончики. Вот процвели 2-3 цветочками. На какое-то время взяли паузы, потом вновь на этом же цветоносе продолжили цветение. Так что вот так. Но это, конечно, красота, красота. В общем, друзья мои, всем хорошего настроения, всем прекрасного дня, продуктивного дня. Всех обнимаю, всем желаю только позитивных людей на вашем пути, добрых, и чтоб небо над вашей головой было мирным. Еще раз показываю эту красоту вот так вместе. Просто супер! Мне такие орхидеи тоже очень нравятся. Пока-пока!